Всем привет! Агата Муцениеце – знаменитая российская актриса латвийского происхождения. Построить успешную актерскую карьеру было детской мечтой девушки. Однако перед тем, как ее осуществить, она активно занималась моделингом, объездила всю Европу и была лицом дорогой итальянской обуви. Однако в какой-то момент Агата захотела кардинально изменить свою жизнь и поступила в театральный институт. По-настоящему Агата прославилась в мистическом телесериале «Закрытая школа». А сейчас она катается на коньках в шоу «Ледниковый период» и устраивает личную жизнь. Далее я расскажу, как живет Агата Муцениеце и сколько она зарабатывает. Ну и по традиции, перед тем, как мы начнем, обязательно подпишись на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну и лайк, репост, комментарий. Агата Муцениеце родилась 1 марта 1989 года в латвийской столице Рига в семье бармена и повара. У Агаты есть старшая сестра Санта. Разница между ними составляет почти 1,5 года. Детство Агаты выдалось трудным. Первые удары судьбы ей пришлось испытать уже во время появления на свет, когда врачи неправильно обрезали ее пуповину, и девочка чудом осталась в живых. С первых дней жизни у Агаты начались проблемы с желудком, из-за чего она не смогла посещать детский сад. Все детство девочка испытывала трудности с приемом пищи, несмотря на кулинарный талант мамы-повара. Актриса очень плохо помнит папу. Он ушел из жизни, когда она была 3-летней малышкой. После его смерти для семьи настали сложные времена. Маме приходилось больше работать, чтобы прокормить дочерей, а Агате и ее сестре расти без отцовского воспитания. Денег в семье катастрофически не хватало. У Агаты и ее сестры было по одному комплекту одежды на каждый день, и более обеспеченные одноклассники смотрели на девочку сверху вниз и презрительно называли бомжом. После семейной трагедии Агата пыталась всячески поддержать маму и сестру, например, поднять им настроение небольшими импровизированными концертами. Именно в тот период и раскрылись творческие способности девочки. С тех пор она декламировала стихотворения и исполняла песни на каждом семейном празднике, а на школьных конкурсах чтецов неизменно занимала первые места. Девочка начала мечтать об актерской карьере, и мама записала ее в детскую театральную студию «Шкатулка», где Агата шаг за шагом училась актерскому мастерству. Следуя примеру одноклассницы, попытавшей счастье в модельном бизнесе и преуспевшей, Агата подала заявку в модельное агентство и без труда получила приглашение на съемки рекламы обуви. Получение школьного аттестата совпало с выгодным контрактом в Милане. Впоследствии Агата побывала во многих странах, а в Германии даже какое-то время жила по программе обмена. Ее приютила китаеговорящая семья, так что за это время Агата неплохо выучила китайский. А интерес к китайской культуре, утверждала девушка, ей привил крестный. Вернувшись в Латвию в 2007 году, она продолжила изучение китайского языка и литературы на филологическом факультете Латвийского университета. Но уже после первого курса девушка перебралась в Москву, где успешно сдала вступительные экзамены на актерский факультет в ГИКа. Многие, включая бывшую руководительницу детской театральной студии, отговаривали ее от этого опрометчивого шага, но в результате Агата стала счастливой студенткой мастерской Александра Михайлова. Первый актерский опыт девушка получила еще до поступления в ГИК. В 2007 году ей досталась роль в эпизоде детективного сериала «След». Через 3 года девушка сыграла второстепенную роль в комедии «Стройбатя». Пока прорывная роль пряталась где-то за углом, Агате пришел на помощь модельный опыт. Она часто появлялась на телеэфире как героиня рекламных роликов кофе Нескафе и Жардин, операторов Мегафон и Билайн, салонов связи Евросеть. Как и многие ныне популярные актрисы, Агата прославилась благодаря сериалу. Речь идет о многосерийной мистической драме «Закрытая школа». Ее сюжет был позаимствован у испанского сериала «Черная лагуна». Агата попала в проект не с первой попытки. Изначально она пробовалась на роль Юлии Самойловой, но потерпела фиаско. Тоже ждало ее и с ролью Даши. Этого персонажа поначалу отдали Марине Петренко, но та, как оказалось впоследствии, не смогла найти время для съемок в плотном графике. С кастинга прошло уже несколько месяцев, Агата давно забыла о закрытой школе, когда ей позвонили и предложили повторно пройти пробы. Ее персонаж, Даша Старкова, дочь известной актрисы, должна была погибнуть в конце 3-го сезона, если бы сценаристы полностью руководствовались испанским аналогом. Однако актриса так понравилась телезрителям, что продюсеры решили продлить жизнь ее героини.
Девушка с первых же серий смогла влюбить в себя буквально всех поклонников сериала, тем самым обеспечив себе поток новых предложений от режиссеров. Именно во время съемок она сблизилась с Павлом Прилучным. Причем, как это часто бывает, экранный роман плавно перетек в жизнь. А после премьеры «Закрытой школы» Агата Муцениеце проснулась знаменитой. Первая серия мистического триллера вышла в 2011 году. Сериал транслировался вплоть до конца 2012 года. Как только девушка стала популярной, ею тут же заинтересовался глянец. В 2011 году она снялась в откровенной фотосессии для популярного мужского журнала. Агата этих снимков не стесняется, так как считает свое тело очень привлекательным. В особенности любит свою пятую точку, так как относительно худых ног она смотрится очень выразительно. В 2012-м ей снова представилась возможность появиться на одной площадке с мужем. Она исполнила одну из главных ролей в сериале «Геймеры» – телеадаптация блокбастера на игре. В 2014 году на телеэкраны вышел новый проект «Тайный город», в котором Агата вновь выступила в тандеме с супругом. Сериал в жанре фэнтези рассказывал о современных вампирах и оборотнях, успешно скрывающихся от людей в магическом городе, расположенном на территории Москвы. Осенью 2015 года стартовал новый совместный проект актрисы и ее мужа – остросюжетный сериал «Квест». По сюжету их герои должны были найти ответ на загадку из прошлого, чтобы получить противоядие от смертельной отравы. В 2016 году она была занята на съемках третьего сезона сериала «Таинственный город». Кроме того, на 2017 год был запланирован выход комедийного сериала «Гражданский брак», где персонажам Агаты и Дениса Кукаяки предстояло испытать все прелести совместной жизни молодой пары. В 2019 году Агата снималась во второй части сериала «В клетке» вместе с супругом Павлом Прилучным, а также работала над комедийным проектом «Чума» вместе с Зоей Бербер и Кириллом Нагиевым. После развода спрос на участие Агаты в кино- и телепроектах возрос. Спустя некоторое время после скандала с Прилучным список ожидаемых фильмов с Муцениеце расширился. В 2020 году состоялась премьера мини-сериала с Агатой «Я знаю твои секреты. Хамелеон» и второй части этого же проекта «Римский плач». В это же время Муцениеце снялась в одной из главных ролей в сериале «Крюк 2», в фильме «Честный развод» и еще одном сериале «По колено». Теперь о личном. Поступив в ВГИК, Агата начала встречаться с однокурсником Артемом Алексеевым, по совместительству танцором из команды Димы Билана. Но во время съемок «Закрытой школы» между Агатой и Павлом Прилучным пробежала искра, и легкий флирт начал перерастать в нечто более крепкое и светлое. Девушка поняла, что не может морочить голову двум парням одновременно, и рассталась с Артемом. Видимо, Павел оценил этот шаг, потому что предложение руки и сердца не заставило себя долго ждать. Уже в августе 2011 года они официально связали себя узами брака. Свадебная церемония прошла тайно, среди гостей были лишь самые близкие люди. А в прессу информация просочилась лишь спустя несколько недель, когда влюбленные вовсю наслаждались медовым месяцем. В октябре 2012 года поклонникам звездной пары стало известно, что Агата и ее супруг вскоре станут родителями. Об этой чудесной новости Павел сообщил лично, опубликовав снимок беременной жены. 11 января 2013 года Агата родила первенца, мальчика Тимофея. После рождения сына Прилучные стали реже появляться на светских вечеринках, однако сама Агата признавалась, что им больше нравится семейная жизнь, нежели публичная. А 3 марта 2016 года Агата и Павел стали родителями во второй раз. Появившуюся на свет дочурку было решено назвать редким именем Мия, что в переводе означает «непокорная». 24 февраля Агата и Павел опубликовали каждый в своем инстаграме новость о разводе. Оба отметили, что по-прежнему питают друг к другу самые теплые чувства и пришли к этому решению как взрослые люди. Оно взвешено и тщательно обдумано. Спустя пару месяцев, в то время как поклонники переживали новость о разводе пары, Прилучный и Муцениеце удивили поклонников еще сильнее. В своем инстаграм Агата опубликовала видео, на котором, рыдая, рассказывает о рукоприкладстве со стороны экс-супруга. «Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез, поднял на меня руку. Он не в адеквате, я не могу его остановить». После этого скандала Прилучный прослыл агрессором, а многие поклонники отвернулись от него, узнав, что он обладает чертами абьюзера. Почти в это же время стало известно о новых отношениях Павла. Его избранницей стала актриса Мирослава Карпович. За это поклонники Агаты возненавидели ее экс-супруга еще сильнее.
Окончательно пара развелась в конце 2020 года. Павел выплачивает своим детям алименты в размере 100 тысяч рублей. Эти выплаты даются Прилучному довольно тяжело из-за череды провалившихся проектов и неудачных вложений. Однако Мию и Тимофея он продолжает содержать. Звезда со скандалом разошлась с мужем после 9 лет брака. Артистка очень тяжело переживала развод. Она призналась, что по сей день не может построить новые отношения. В беседе с Идой Галич актриса отметила, что искала возлюбленного, но пока безуспешно. При этом Агата Муцениеце поделилась, что интимная связь у нее была. «Пару раз было просто так», — заявила она. В течение месяца знаменитость встречалась с мужчиной, но потом передумала строить с ним отношения. В интимных связях актриса не видит ничего предосудительного. Артистка также рассказала, что во время первого интима с мужчиной после расставания с Павлом Прилучным она себя жутко ощущала. Ей казалось, будто она изменяет бывшему супругу, настолько актриса к нему привыкла. По словам Агаты Муцениеце, она отказалась от кратковременных связей и теперь просто ожидает свою любовь. Также в беседе с Идой Галич Агата, которая не только активно участвует в различных съемках, но и ведет личный блог в Инстаграм, призналась, что ее заработок как актрисы составляет 100 тысяч рублей в день. Однако артистка отметила, что Инстаграм-аккаунт приносит ей намного больший доход. Агата рассказала в шоу «Есть вопросики», что реклама в блоге приносит ей больше денег, чем съемки в кино. Но Муцениеце настолько увлечена своей карьерой актрисы, что выбрала бы ее даже несмотря на разницу в цене за работу. Также после развода звездной паре предстоял раздел имущества. Ранее семья проживала в загородном доме, однако теперь он принадлежит только Павлу. Агата Муцениеце с детьми сейчас проживает в московской квартире, которую супруги приобрели незадолго до развода. Эта квартира находится близко к станции метро «Речной вокзал». Дом расположен в отличном районе в северо-западной части столицы. Стоимость жилья оценивается в 28 миллионов рублей. Пара приобрела эту недвижимость без отделки. Агата Муцениеце активно участвовала в ремонте и оформлении интерьера квартиры до переезда. Во время громкого развода Агата не упустила возможности продвинуться и на YouTube. Наученная горьким опытом, актриса создала шоу «#Честный развод», в котором брала интервью у знаменитостей, имеющих за плечами неудачный брак. Студию программы посетили Ксения Собчак, Юлия Меньшова, Айза Анохина и другие звезды шоу-бизнеса. Подобный формат пришелся по вкусу зрителям. Менее чем за год на канале Агаты собралось уже более 800 тысяч подписчиков. Позже Муцениеце ввела еще одну рубрику шоу. Теперь на канале выходят и выпуски «Мамбук», в которых Агата общается со звездными мамами, расспрашивая их о лайфхаках, воспитании и трудностях взаимоотношений с детьми. В сентябре 2021 года телеграм-канал «Крысиное королевство», который ведет блогер Андрей Петров, опубликовала инсайт о проблемах в семье актрисы Галины Безрук и ее мужа Артема Алексеева, бывшего возлюбленного Агаты. По имеющейся у него информации, причиной разрыва стала измена супруга Безрук с Агатой Муцениеце, причем их роман продолжался не первый год. Узнала, что мой любящий муж получает отнюдь не дружескую поддержку у своей старой знакомой, которая недавно была в похожей ситуации и на всю страну произносила громкие заявления о женской чести и честности, о том, как низко заводить романы с женатыми мужчинами. Страна ей верила, сочувствовала, публично порола ее нерадивого супруга. Какое тотальное лицемерие, заявила Галина. Также осенью 2021 года Агата стала участницей шоу «Ледниковый период». Темой 7-го эфира «Ледникового периода» стали мюзиклы. Первыми на сцену вышли номинанты на вылет Наталья Забияка и Никита Пресняков, а также Аглая Шиловская и Максим Шабалин. Удача улыбнулась сыну певицы Кристины Орбакайте и его партнерше. Они остались в телепроекте, а их конкуренты были вынуждены уйти. Выступление Муцениеце и заслуженного мастера спорта России Александра Энбера вызвало ажиотаж среди зрителей и членов жюри. Участники шоу предстали в черных нарядах. Звезда фильма «Тобол» собрала длинные волосы в высокий хвост. Визажист сделал ей драматический макияж с акцентом на глаза. Губы оттенила светлая помада. Муцениеце в начале номера дерзко отвергла партнера, который проявил к ней внимание. Она взяла карандаш и нарисовала на лице забавные усы, войдя в образ хищницы. Профессиональный фигурист отлично выполнял поддержки, а его подопечная допустила ошибки в технике. Они изобразили влюбленную пару, в которой кипели нешуточные страсти. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запустите видео в соцсетях.
В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.